все тексты говорят о том, что необходимо медитировать, Мгм. но по факту далеко не у всех получается. Не удается достичь пратихары, и уже не говоря о последующих состояниях. Как достичь этих состояний? Нет однозначного ответа на этот вопрос. Эти состояния, ну, это не что-то, что можно вот взять, как-то ухватить. Собственно, поэтому вопросы возникают, что люди не могут. То есть они могут там подышать пранаяму, то есть сделать действие. Они могут сделать асаны, могут почитать мантры. Но вот как сделать пратяхару, это уже сложнее, потому что, ну, непонятно. И почему непонятно? Потому что это процесс в какой-то степени, но он должен быть естественным. Это что-то, что происходит с вами, но ему можно помочь. Да? То есть есть техники или рекомендации, как создать условия для того, чтобы это возникло. Но, наверное, надо отказаться от мысли, что вы можете это там, достичь, схватить или как-то ну, закрепить, потому что это тонкие какие-то вещи уже. Надо, наверное, просто немножко расслабиться и позволить этому случиться. Пратяхара отчасти связана с ямой, не ямой, о которой вот я говорила, да, с контролем чувств. Потому что, как вы, наверное, знаете, и все знают, да, что пратяхара — это возвращение индрий, разворачивание, да, индрий к своему источнику или к атману, вовнутрь. Да? Или можно сказать, что органы чувств перестают воспринимать объекты свои. Как это работает? Вот есть органы чувств, но они как инструменты, да? Это не что-то такое отдельно существующее. Это просто наши инструменты, которые благодаря энергии определенной могут воспринимать, вот, например, глаз, да, есть там процесс зрения объекта, видения, восприятия объекта внешнего. И на это идет энергия определенная. Я так пытаюсь просто подобрать слова, я не знаю. И то же самое с другими чувствами. И в пратяхаре эта энергия, все, что тратится на восприятие объектов внешних, оно возвращается внутрь, в центр куда-то. И именно поэтому пратяхара важна, что не просто убрали все внешние раздражители, а мы вернули ту энергию, которая тратилась на внешнее, внутрь. И у нас становится очень много энергии внутренней, такой энергии сознания, скажем так. Потому что это сознание воспринимает определенное качество энергии. И мы становимся способными легко концентрироваться, медитировать. Это может даже естественным образом происходить, вот сам процесс. Пока наша энергия направлена вовне, ну, наше внимание, наше сознание, то есть какая-то часть всегда направлена. Вот мы можем о чем-то думать, мы можем вот думать, что наше внимание направлено там на какую-то проблему. Но часть внимания или часть сознания или энергии, по-разному можно назвать, оно всегда в фоновом режиме направлено вовне через органы чувств. Что мы что-то слышим, мы что-то видим, чувствуем там ветерочек, холод. Всегда это присутствует. Вот это как бы нормальное функционирование тела. Но есть вот этот процесс забирания обратно, возвращения к себе. И это соответствует процессу йогическому, да, ниврити. Ниврити, праврити. Процесс вращения вовнутрь и процесс разворачивания наружу. То есть это два таких фундаментальных процесса, которые присутствуют в этой вселенной и в нашем теле, соответственно. Йога — это больше про уход вовнутрь, по крайней мере, поначалу, чтобы потом
развернуться в более совершенном качестве. Но это потом. Вначале просто обращаемся вовнутрь. Как вы говорите, не получается у людей. Есть техники определенные, которые помогают. И я бы сказала, что они связаны с трансформацией праны. То есть такое состояние праны, состояние энергии, которое позволяет это сделать. Так. Позволяет эти чувства обратить внутрь, втянуть. А если такого состояния нет, то это сложно очень. Ну, это я по собственному опыту говорю. И поэтому практика асан, пранаяма особенно, да, пранаяма очень хорошо подводит к этому. Практика мантры, неважно. То есть много практик, которые так или иначе меняют состояние энергетики человека. Очищение происходит какое-то внутреннее. Прана меняется. Опять же, яма, не яма, все вместе. Все, что человек делает, в какой-то момент состояние энергии становится такое, что он вот сидит и обнаруживает, что ему легко погрузиться внутрь. И это как бы происходит естественным образом. Можно помочь себе практикой, связанной с адхарами, например. В традиции надхов есть, в текстах упоминается. Когда мы перемещаем внимание по точкам в теле, и эти точки, они тоже способствуют трансформации праны. Именно поэтому работает. Это могут быть и мудры бандхи какие-то, которые тоже трансформируют прану. Ну, вот, например, мы сделали там махамудру там, или еще что-то, какие-то замки, задержки дыхания. И потом сели, и нам легко погрузиться внутрь. И какое-то качество пратяхары само наступает. И если мы его как бы поддерживаем, оно как бы может углубляться. То есть я бы посоветовала вот подводящие практики делать тоже. Опять же, следить за своей энергетикой. Вообще я проповедую такое энергетическое восприятие всего, но зарекомендовала себя очень хорошо в жизни. Что энергия не может врать. Человек может что угодно говорить, другой, например, но ты воспринимаешь энергетику, и становится понятно. Или ты сам можешь что угодно там думать, сам себе говорить, да, но твоя энергия говорит лучше, то есть правду говорит о том, что на самом деле происходит. Потому что иначе можно запутаться в каких-то мыслях, фантазиях и так далее. То есть это более точное, на мой взгляд, восприятие. Поэтому, когда мы учимся чувствовать свою энергетику и развивать это тонкое восприятие, наблюдать, что происходит с нами в тех или иных практиках, то понятнее становится, как и пратяхара работает, когда она наступает, когда она не наступает. Какие тут ошибки могут быть, я не знаю. Наверное, нет смысла говорить об ошибках. Ошибки в поведении, в образе жизни могут быть. Бывает, что мы ошибаемся, то есть это нормально. Позволяем себе какое-то, например, взаимодействие, которое или активности, которые меняют нашу энергетику в худшую сторону, например, да? Или мы позволили себе так закрутиться в Махамае, в этом социуме, что, конечно, наша энергетика тоже меняется, и качество праны такое, и мы сидим там, пытаемся медитировать, у нас ум беспокоен, все беспокойно, какие-то эмоции возникают, психологические состояния, опять же. Вот это уже следствие, это мы позволили, это совершили мы ошибку, чтобы упасть вот в эти состояния где-то раньше. И поэтому нам приходится из этого как-то выгребать, вот что-то пытаться как-то с этим справиться. Это занимает время. Но гораздо лучше просто все время сохранять осознанность и сохранять определенные, высокие стандарты
высокую планку к себе применять, вот качества и дисциплины, чтобы не социум не втянул тебя в свои игры, потому что время уходит на то, чтобы опять выйти на какой-то уровень. Но это со всеми случается, то есть это нормально. Это нас учит, скажем так. А дхьяна, как я уже сказала, если есть хотя бы какое-то состояние пратяхары, то есть отвлеченность от внешнего, она происходит гораздо легче и естественнее. Но многие люди, они без этой пратяхары пытаются практиковать, ну, идет тяжело. Много мыслей, много всего. Что можно посоветовать? Мне нравится мантра-йога в этом отношении. Практика мантры. Ну, она очень эффективна, как я замечаю, по себе, по другим людям. Потому что, когда мы читаем джапу, мы практикуем мантру ежедневно, когда мы получили ее от гуру, то она начинает, ну, как божество мантры пробуждается постепенно. Мантра постепенно соединяется с нашей праной, с нашим умом, меняет. То есть энергетические изменения могут происходить и происходят. Ну, то есть гораздо быстрее, чем если вы пытались просто как бы не умеючи там делать пранаяму, может быть. Ну, хотя пранаяма тоже работает, просто ее очень много надо делать. А то если вы будете 15 минут утром, 15 минут вечером делать, не будет достаточно. Надо много часов делать, чтобы было достаточно нормально. Поэтому для социального человека, может быть, мантра, йога больше даже подходит, чтобы почувствовать какие-то изменения, почувствовать энергию, почувствовать прану. И зачастую во время джапы, когда у вас получилось войти в какое-то состояние а, энергии от мантры, наступает пратяхара сама, и наступает дхьяна, и самадхи может наступить. То есть этот процесс йоги, он идет, развитие, да. Получив такой опыт, человек может уже, ну, испытывать его и без мантры, например, пытаться. Ну, то есть, опять же, все происходит за счет чего? За счет того, что энергетика ваша меняется. Когда вы почитаете какое-то божество, вы меняетесь энергетически, потому что эта энергия начинает в вас раскрываться, и божественное вас как бы меняет. А если вы следуете, например, вот пути чисто хатха-йоги, да, то там этот процесс происходит путем вот, ну, практики пранаямы, мудр, бандх, ну, асан в определенном ключе. Но это, ну, надо этим заниматься плотно, я так считаю. И это бывает сложно для людей с определенным отношением к этим вещам. Это может быть спортивное отношение, когда вот хочется что-то достигнуть и так далее. То есть это могут быть много неправильных установок в голове. Тогда это не будет работать. То есть есть ли разные моменты, надо учитывать. На мой взгляд, лучше всего комбинировать и хатха-йогу, и мантра-йогу, лая-йогу, раджа-йогу, то есть гуру-йогу, бхакти, то есть преданность. Тогда это лучше, эффективнее, работает быстрее, потому что где-то мы что-то не понимаем, где-то мы что-то не так делаем, но за счет других каких-то практик из другой сферы это все компенсироваться может. То есть человек, например, у него а, ну, бхакти легко возникает к божествам, но он там плохо делает пранаяму или асаны, телом не очень, да, он не может. Да, он использует больше тему бхакти и преданности, мантры, может быть, или пуджи. И за счет этого идет раскрытие, которое потом помогает ему делать хатха-йогу. Да? В теле что-то меняется, то есть блоки какие-то уходят, ну и так далее. Это как пример.
Гурджа, мы много говорили про энергию, как раз затронули тему божественного, божеств. Мгм. И хотелось бы в связи с этим спросить, в традиции надхов почитают ли Шакти Мгм. и в какой форме? Да, конечно, почитают. Поскольку энергия очень важна, то, безусловно, почитают. Если говорить в целом, то Шакти для надхов предстает в образе Бала Сундари, йога Майя Бала Сундари. Это такой собирательный образ, я бы сказала. Энергии в целом. Традиция надхов испытала большое тантрическое влияние, испытывает, да, то М. есть почитается много божеств, может почитаться теми или иными надхами. В Индии просто все так взаимосвязано, что сложно отделить, да. Надхи, йогины, те или иные йогины, они могут почитать Дургу, Кали, Трипура Сундари, Багаламукхи, каких-то Махавиди, то есть различные формы шакти. И это может быть связано и с местом, с храмом каким-то, где они находятся. Это может быть связано с их жизненной ситуацией или даже вот с тем, откуда этот человек пришел, с какой семьи. Может быть, это было Кула Девата. Или в какую семью он пришел, опять же, к какому гуру, чему он учит. М. Есть много, много очень вариантов, но что бы я хотела сказать, в целом все шакти, все формы шакти рассматриваются как проявление вот этой силы, да, йога майя бала сундари. И для надха важно понимать, что это такое, почему вот так называется, да, и что это значит. То есть можно сказать, что надхи определенным образом вот смотрят на шакти. Почему бала сундари? То есть бала это юная, то есть форма девочки. Даже не девушки, а девочки именно такой чистой, которая еще не вступила в возраст половой зрелости. И, может быть, вы знаете, что есть баласундари в Шривидии, такая форма. У надхов она очень похожа, ну, то есть это та же самая форма в плане образ ее, да, атрибуты такие же. Но если в Шривидии она потом как бы вырастает, да, в 15-летнюю, 16-летнюю богиню и так далее, там, Трипура Сундари, Мгм. Шодаши, Махашодаши, то у надхов она всегда вечно юная. То есть она содержит в себе все формы, более старшие, да, и совсем старые, как бы, как, например, Думавати, да, старая вдова. Различные формы и кали. То есть вот эта юность, это важное качество, соответствует Гаракшанатху, потому что он тоже юный. Балджати, то есть он, ну, во-первых, не рожден обычной женщиной, да, рожден уже юным, то есть он не был младенцем, он не рос, у него нет процесса старения. И вот эта юность, она символизирует открытость ребенка, чистоту, невинность какую-то. Но вместе с тем тут нету какой-то такой глупости или наивности. Наоборот, здесь присутствует мудрость. То есть это такое сочетание. И это своеобразный ориентир для нас, каким надо оставаться. Открытым, ну, юным, по крайней мере, если не телом, то душой, свободным от каких-то тяжестей вот, социальной жизни. Потому что вы, наверное, замечали, что со временем люди, ну, они костенеют, они становятся тяжелыми, вот груз прошлых лет на них давит, что они там совершили, не совершили, какие-то ошибки, решения, м, долговые какие-то обязательства или так далее, груз кармы. Вот образ Иракшинатха и Бала Сундари — это образ противоположный этому, то, к чему мы стремимся, практикуя Мгм. йогу, достичь вот этой
юности, этого цветения души. То есть это и стремление к знаниям, открытость знаниям, чему-то новому. Непосредственное восприятие без участия ума, такого вот оценочного, я бы сказала. Вот как дети иногда до определенного возраста, они воспринимают, у них глаза очень чистые, и в них не видно движения мысли какой-то. Они просто воспринимают этот мир, он как бы в них так просачивается, входит. Это вот тоже очень интересное, важное качество — позволить всему, что происходит, вот, проникать в тебя непосредственно, не через какой-то умственный фильтр. То есть Вселенная, ну, как бы жизнь, она проникает, течет через нас. Потому что наши, ну, оценочные суждения, мнения, фиксации, ну, иногда они, конечно, полезны, но часто они мешают то есть правильному восприятию ситуации. И наше заблуждение в том, что мы не верим в том, что без вот этой вот функции постоянной оценки и аналитики возможна вообще жизнь. Иначе люди думают, что мы просто превратимся в овощ, если мы не будем так думать. На самом деле это не так. Есть какие-то силы или там, не знаю, способности, есть знания или и сознание, которое мудрее и чище, и все правильнее понимает, гораздо правильнее, чем вот этот ум эмпирический, который на себя берет очень, ну, как сказать, большие функции, хотя вот эта способность понимания, она больше присуща не уму именно, а сознанию, то есть высшему сознанию. То есть это как бы понимание и реализация знания обо всем, что происходит, как опыт. Поэтому я, конечно, ушла немного в другую тему, любимую свою тему знания, но а, это тоже важно. Вот это непосредственное восприятие символизирует Баласундари. Вайрагью символизирует тоже. Ну, в том плане, что у нее нет консорта, партнера, как у такой женщины есть мужчина, например, да, то есть у какой-то взрослой богини есть какой-то определенный Байрава, например. В случае Баласундари этого нет, и поэтому она, скажем так, не подвержена каким-то мирским страстям, вот этим желаниям. Тоже определенный ориентир для йогинов. То есть почему именно йогины выбрали такой образ. Почему ее зовут Йога Майя? Потому что она одновременно и Майя, Махамая, и та сила, которая движет нас по направлению к йоге. То есть, как говорят, она пробуждает в йогине дхарму йогина, ну, в практикующем. Дхарму следовать к освобождению, намерение и такой вектор. И, соответственно, если мы делаем действия, которые нас ведут по этому пути, то в этом всем нас поддерживает вот эта йога майя. То есть такая определенная форма шакти, которая движется к Шиве, так можно сказать. Потому что шакти стремится к Шиве, стремится к соединению с ним. И йогины, адхи, они рассматривают йога-майю часто в своем теле, как кундалини. То есть они говорят, что йогини бала движется по чакрам, пробуждается. Также она присутствует в дыхании, то есть это шакти. Как жизнь, прана видья, прана майя, прана шакти. И, соответственно, практика сохам, метод почитания этой богини.
Точно так же, как и медитация на кундалини-шакти, на энергию в чакрах. Это тоже почитание этой богини. То есть это йогические виды почитания. Потому что есть еще и пуджи, да, такие внешние. Но чаще всего используются именно внутренние. То есть просто главное понимать, что ты делаешь. И практика Ом, смотри Ом, это тоже почитание йога Майя Баласундари. Потому что это все движет нас к Шиве, к мокше. И нада нусандхана, да, вот это нада вибрация, это выражение этой богини, этой тонкой формы шакти. То есть на это ориентиры, в общем-то. И хотя это не запрещает почитать стандартные формы божеств, стандартными там пуджами, ритуалы, мантры и так далее, но в традиции это рассматривается, ну, как, скажем так, как внешняя опора, наверное. И фокус на том, чтобы прийти вот к этой вибрации, к тонкой форме богини, которая внутри пробуждается, как кундалини или как нада, которая на самом деле присутствует в любой мантре. Да? То есть любая мантра может быть сведена к сохам, а сохам сводится к ом. Не к мантре ом, а вот к вибрации, скажем так, которая стоит за мантрой. И в самой пранаве, да, вот в этой мантре ом есть артхачандра и бинду элементы. Вот как бы такая полумесяц и точечка. И вот этот полумесяц — это то, что когда мы говорим аум, да, это 3 звука, которые символизируют проявленный мир, в принципе, да, творение, поддержание, разрушение. А то, что уже послезвучие на тонком плане от этого, да, вот эта вибрация, которая стоит за этим проявленным миром, в основе лежит, да, которая невидима, потому что очень тонка. Вот это надо есть йога Майя Баласундари, на которую медитируют йогины. То есть они могут это так не называть, но практика является одной из основных на самом деле, нада нусандха. А бинду — это уже вот это состояние йоги, к которому приводит нада нусандха. То есть это концентрация такая этой практики. Или растворение, можно сказать, в наде. По-разному можно сказать. То есть, ну, то если так вкратце, потому что, ну, долго можно говорить. И о внешних пуджах. Есть и пуджи специальные, где почитают йога Майю. Но они проводятся не так часто, в определенные праздники. Совместные пуджи, то есть сообщество надхов, и несколько надхов участвуют. То есть это чакра-пуджи, тантрические пуджи, когда призываются определенные божества в участниках. Я не буду об этом много рассказывать, потому что они являются все-таки тайнами. То есть они проводятся за закрытыми дверями, и те, кто не имеют определенных посвящений, они не имеют права участвовать в этих пуджах. Но, тем не менее, это существует. И я участвую в таких пуджах пару раз. Ну, немного, но когда представлялся такой случай, действительно мощные практики. Ну, я не скажу, что это гораздо там круче, чем другие какие-то пуджи. Нет, любые пуджи в тантрических традициях, которые мы почитаем шакти, они, может быть, даже более иногда доступны, чем такие секретные, закрытые пуджи надхов. И они, может быть, не менее мощные. Зависит от того, кто проводит, какая реализация. То есть это тоже все вполне подходит в почитании йога Майя Баласундари. Многое зависит от того, как ты это все видишь, как ты это воспринимаешь, на что акцент, на что направленность.
почитании. То есть если направленность на мукти, там, на состояние йоги, то уже может быть почитанием йога Майя Баласундари. Ну, такой вот взгляд. Кали, время тоже является М. аспектом Баласундари, ну как аспектом, тем же самым, да. И, например, в пуджах йога Майи там почитается время юги, эпохи, то есть аспект времени. Этим подчеркивается то, что йога Майя, она стоит над временем, то есть это вечность, ну, что-то, что запредельно этим циклом. Но много, много интересного. Лучше рассказывать ученикам, которые все-таки понимают, о чем речь, как это применимо в практике. Еще одной такой, может быть, особенной практикой или сферой традиции надхих являются шабар-мантры. Мгм. И хотелось бы понять, каким образом знание традиции раскрывается в этих шабар-мантрах. Хотелось бы понять. Ну, Для этого приблизиться к этому нужно пониманию. изучать шабар-мантры, тогда понять, вы поймете. Но, Мгм. конечно, вы правы. То есть ваш вопрос, он уже содержит отчасти ответ, что знание традиции, философия традиции, какие-то нюансы практик, они присутствуют, они как бы закодированы в шабар-мантре. И эта тема мне интересна. Я давно уже изучаю шабар-мантры. Я нахожу очень много интересного. Но, конечно, чтобы это понять, нужно изучать языки и знать контекст, быть в традиции. И самое главное, иметь какой-то опыт. Вот я бы так еще сказала, потому что с этими шабар-мантрами не все так просто. Даже если ты знаешь языки, для того, чтобы понять и перевести правильно, нужен опыт в этой сфере. Вот нужно понимать, чувствовать, о чем говорится. Потому что вариантов переводов может быть много. Могут быть противоположные значения, поскольку шабар-мантры — это такие мантры, где нет особой грамматики, там отсутствует набор слов. То есть, может быть, ни падежей, ни предлогов, вот так намеки такие на определенные состояния, и кто знает, тот понимает, а кто не М. знает, тот не знает и не узнает, наверное. Поэтому говорят, что хорошо, когда шабар-мантра объясняет гуру, потому что он знает, о чем это. В шабар-мантрах проявлена воля гуру. То есть они и уникальны тем, что вот за счет воли гуру или речи гуру они работают и раскрываются. Соответственно, чтобы понимать эти мантры, надо иметь взаимоотношения с гуру правильные и направленность на гуру, потому что он их раскрывает. Даже если не в физической проявленной форме, вот так в разговоре, то если этого нет, то это может быть на внутреннем уровне происходит. То есть гуру так раскрывается. Если ученик соединен с гуру. Мистический процесс. То есть это тоже как практика определенная. Действительно, традиция, она как бы сохраняется в этих мантрах. То есть одно дело это тексты какие-то, которых не так уж и много, потому что традиция устная. Ну, повезло, что кто-то когда-то написал какие-то тексты. Кто был образован, знал санскрит из йогинов. А если они написаны на санскрите, то и другие люди, там, брахманы из других традиций, могли это понимать, читать. Англичане там потом начали переводить. Ну, то есть исторически они стали более известны, доступны. Но есть вот еще большая часть традиции, традиционных знаний, которые сохраняются именно в устной передаче и отчасти вот в шабар-мантре, потому что мантры передаются. Ну и в каких-то песнях, если можно так сказать, баджанах.
не знаю, какое слово подобрать на русском, определенные длинные мантры, молитвы. То есть это не как короткие мантры, а это могут быть очень длинные мантры, ну, как рассказ, может быть, без определенной ритма, но написанные на этом языке, на санхабхаше, сумеречный язык, в которых излагается определенное мировоззрение или космогония, генезис, там, как Вселенная произошла, или определенные практики, или что значит тот или иной атрибут или предмет, какая-то йогическая суть божеств, например. То есть много очень интересного. Алхимические процессы, практики много где присутствуют. То есть алхимия тела, кая кальпа, то есть кая садана, то есть эти процессы трансформации. Все это изучать довольно интересно, и я как бы рекомендую тем, кто в традиции находится, заниматься, может быть, просто для своего собственного развития и для более сильного погружения в традицию. То есть это коннект такой, связь. Или хотя бы вот те мантры, которые вы читаете, которые вам достались от гуру, разобраться с их смыслом, да, вот что каждое слово значит. Потому что каждое слово, это архетип, это определенный указатель на какие-то смыслы, на какие-то состояния. Мы можем как бы подключаться к этому всему, к этой сфере опыта, когда читаем эти мантры, когда размышляем над этими мантрами. Не зря говорят, что шабар-мантры, они быстро работают. Просто для кого? Не для всех. Они работают, если ты в традиции находишься, если есть связь с гуру, и если есть понимание вот этих значений правильное, то зачастую вот этот контакт или коннект, восприятие этого опыта происходит мгновенно. Разворачивается вот в этом пространстве эта сила или опыт, сила божеств, присутствие. Все может быть довольно круто работать. То есть не надо как бы много начитывать. Потому что, вы, наверное, знаете, что даже речевой уровень там не настолько важен. То есть как ты там говоришь, да, как, это не санскрит. Больше важен смысл, какие-то более тонкие уровни речи, скажем так, если рассмотреть. То есть, как и все у надхов, акцент больше на внутреннее, не на внешнюю форму, да. Например, ведические мантры, там важен ритм, вот, свары, да, эти тона, акценты. Или даже там пуранические, да, вот разные периоды санскрита, то есть там обычно важны внешние вещи, да, как ты это произносишь, как ты пропеваешь, то в шабар-мантрах это в целом как бы отходит на задний план. Может напоминать бормотание просто. Лучше вот в завершении нашего интервью, правильно ли я понимаю, что путь подразумевает движение от информации к реальному опыту, от какой-то формальности к искренности, от поверхностного к более глубокому? Правильно. Да, конечно. От внешнего к внутреннему, да, такой принцип. Вы все правильно говорите. Движение к источнику или к сути всех вещей. И это не говорит о том, что внешнее там не важно или там плохое, ненужное. Я бы сказала, что когда вы понимаете суть и свою суть, да, свой источник, свое как бы вот ядро и суть явлений, да, то есть, вы видите внешнее по-другому. То есть оно наконец-то обретает для вас смысл какой-то и подлинную красоту, и раскрывается по-другому.
и вы видите, как это гармонично сочетается с внутренним миром, ну, с вами, со всеми людьми, то есть насколько мир совершенен, да. Но увидеть это совершенство можно только если вы увидели, раскрыли свою совершенную природу. То есть совершенство в себе увидели, и в мире вы увидите его. Точно так же, как вы можете видеть атман в других людях только после того, как вы в себе его обнаружили. И вы понимаете, что это один и тот же атман. Да? То есть они не разные. Это один. Единство уже реализовано на опыте. Точно так же и тема внешнее, внутреннее. Вы будете понимать, что да, есть эта двойственность, что мир двойственный, но одновременно нет разницы между внешним, внутренним. На каком-то уровне все это пронизано единой реальностью, и вы можете это воспринимать одновременно с реальностью форм и многообразия. Вот такое движение, то есть оно как бы и внутрь сначала, потом наружу, вот туда и обратно. Ну, по крайней мере, с точки зрения вот тантры или надхасской традиции, это не отрицание мира и вот уход просто внутрь и все навсегда, да. Это возвращение в мир в новом качестве, например, или восприятие вот по-другому, как Шакти, она, когда пробуждается, она стремится к Шиве, потом она возвращается в тело. Ну, то есть, ну, если как бы брать такой процесс восхождения по чакрам, да, вверх, она потом возвращается по-другому, скажем так, вы себя чувствуете. То есть Шакти уже соединена с Шивой. Вы чувствуете эту наполненность, удовлетворенность, это сознание, энергия полностью раскрыта. Все меняется. Понимание традиции тоже меняется. Да, вот более сущностное становится по мере этого процесса, который, ну, он постоянно происходит. То есть это как, знаете, мантхана своеобразная. Туда-обратно. Взбивание такое. Обратились внутрь, помедитировали, а потом пошли в мир. И как бы вот эта медитация у нас как-то в миру раскрывается. Можно такое замечать. Ну и так далее. То есть, в принципе, мы из этого мира не можем никуда деться. И задача в том, чтобы постигнуть это все, чтобы в нормальном, в каком-то совершенном, гармоничном качестве пребывать здесь. Ну, в какой-либо форме, то есть это не важно. Но убежать мы все равно от этого не можем. Мокша или там духовная практика — это не побег от мира, от социума. Это обретение какой-то правильного понимания или правильной реализации этого всего процесса, этого взаимодействия. Так можно сказать в завершении нашего интервью. Спасибо, Гурджи. Адеш.